Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Ларри Лаффер, похождение Ларри Лаффера. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Все равно здесь нечего делать. Так, что же здесь можно взять? Брошюры сейчас посмотрим, ребят. Что они нам дадут? Похоже на буклет для привлечения новобранцев. Возьму-ка себе на всякий случай. Отлично, буклетик уже один есть. Скороварка. Добровольно то не полезу, даже если могу что-то... Понятно, он не полезет туда. Порванная книга. Я слышал, что редактирование священных писаний не очень приветствуется, хотя в данном случае разницы я никакой не вижу. Игрушечный магнитофон? В смысле, его тоже можно посмотреть? Все, магнитофон у меня. Больше ничего взять нельзя. Ладно, я предлагаю, короче, идти в начало деревни. Я еще вроде не совсем повзаимодействовал. Мы видим, Громила ушла. Мужа, жена подобная, там не поймешь, она какая. Я не ищу себе жилье. В смысле, а это что? Я не ищу себе жилье. Так, а там что у нас? Мне надо грязь эту найти непонятную. И походу что-то произошло. Эти двое нашли друг друга. Хе-хе-хе. Думаю, стоит представить их сами себе, иначе Венди снова меня запрет. Нет, я думаю, отсюда надо уходить. Все-таки я грязь-то не нашел, которая мне нужна. Она где-то должна быть тут. Итак, выходим сюда. Ларри, раз кто-то из отцов-основателей умер на этом архипелаге, и здесь много могил. О, иногда наши мысли сходятся. Но я же не могу просто так раскопать каждую могилу. Нужно выяснить, какая именно нам нужна. Чё? Ну, тут, в принципе, можно так-то пошляться, взаимодействий полно. Но я все-таки думаю, надо сначала грязной воды-то все-таки набрать. Стаканчик. Она нам нужна. Надеюсь, это не разъест стаканчик. Я тоже на это надеюсь, Ларри. Сумка Вуду. Что это такое? Мы ее забрали. Отлично. Так, какая-то фигня. На нем что-то написано. Мгновенный контакт с мертвыми. Положите сюда. Что-то было любимо, но что-то от тела поломка, что-то от тела мертвеца. Чего? Воск, чтобы все скрепить, и в конце немного хороших специй. Затем отнесите мешок на могилу. Понятно. А какая могила? Что? Ладно, я пока могилами займусь в следующий раз, ребят. Я предлагаю грязь вылить на вот этот цветок. Нам нужно альпинистское, в принципе, снаряжение. Сейчас можно вообще в долгие дебри убежать. Так, попробуем. Попробуем сюда. Прекрасно, что-то произошло. Ну, попробую повзаимодействовать. Ладно, комплименты, это же растение, слишком сложно не будет. Привет, красивый цветочек. Ты всегда прячешь любимую? Ну, чтобы хотим терять время. Ларри, этой орхидеи столько лет, что она уже наверняка достала отцов-основателей. Ладно, приветствую, о ярчайший дар этой почвы. Хорошо получилось? Думаю, достаточно хорошо, продолжай. Как? Делай комплименты, придурок. Какой изящный аромат. Мне понравилось. Так держать. Ой, твои изысканные флюиды разносятся по всему острову. У тебя начинает здорово получаться. Надо сказать, я впечатлен над твоими навыками соблазнения. Думаю, ты сделали достаточно комплиментов.
Хотя, в принципе, ребят, я помню, что мне говорила Дора. А помимо комплиментов и вот этой грязи, нужна красивая музыка. Я тут, короче, прихватил мафон в той деревне, как вы помните. Игрушечный. И что? Похоже, орхидея это не очень впечатлило. Но что-то с магнитофоном связано. Я обещал принести, вернуть... А, понятно. Ладно, ладно. Так, нужна музыка на магнитофон. Но, в принципе, красивая музыка, она была, получается, в холле отеля. Пошли, Ларри. В холле отеля там сидел чувак, он играл на, получается, рояле, либо фортепиано, я не помню. Надо попробовать его уже нету. Офигеть, а куда он делся? Давайте попробуем, короче, мафон поставим вот сюда. А сюда можно подключить магнитофон, запись пошла. Пианино. Ладно, посмотрим, на что я способен. Ларри играть умеет. Я в траве сидел, кузнечик, в траве сидел, кузнечик, ё-моё. Давай. Магнитофон записал мою очередную игру на пианино. Кстати, Ларри неплохо играет, я бы даже сказал. Забираем игрушечный магнитофон. Ладно, я предлагаю плыть обратно на остров, где у нас Вагина Зубатка. Перемещаемся сюда, и я думаю, можно ставить уже мафон. Давай, Ларри, ставь. Зажигай, музыка, музыка. Да, орхидея это вроде бы нравится. Что-то происходит. Ух ты. О, Ларри, она раскрылась. Какой восхитительный момент. Постой, бутон в середине раскрылся не полностью. Он, самое главное, если это не раскроется, я не смогу изучить орхидею как следует. Чего-то не хватает. В заметках маркиза есть кое-что. Я обнаружила то, что дует на орхидею уникальной, она реагирует на похоть. Ее заставляет свести плотская любовь. Это может означать, что она чувствительна к феромонам, которые выделяют люди во время секса. Может, нам стоит немножко помочь орхидее? Все ради защиты окружающей среды. Ребят, я не знаю, но в этой серии Ларри не такой уж и конченый неудачник, ему в принципе везет и неплохо, я бы даже сказал. Опа, а это что такое? Это остатки, походу, этого маркиза? Мерзость! Кто это? Я почти уверен, что он уже... Это гадкое растение выплюнуло кусок его пергамента. Она же не гадкая, она прекрасна. Что? Это написано маркизом де Мудье. Мудье. Тогда это его тело. Но как оно оказалось внутри растения? Она его поглотила, дура. Пай, можешь просканировать пергамент и расшифровать текст? Конечно, секунду. Отрабатываю. В пещере космического познания я узнала о себе кое-что, чего мне не следовало знать. И никогда. Никому никогда нельзя знать такое. Больше никто и никогда не должен войти в пещеру. Проклятая Хренбёрн. Я сказал им, что собираюсь броситься в вулкан. Пусть думают, что я так и сделал. А сам я соберусь умереть в гораздо более красивом месте. Залезу внутрь и больше никогда не вылезу. Что он и сделал. Но цветок расцвел, у нас получилось, Ларри. Большое спасибо, что помог мне в этом. Снаряжение дай. Именно такого рода поддержка я известен. Можешь забрать альпинистское снаряжение. Я не могу уйти сейчас, мне нужно изучить растения. Конечно. Принеся Норе снаряжение, мы сможем поискать камень в вулкане. Все-таки первая зацепка была правильной. Маркиз писал, что выбросил камень где-то там. Тогда вперед. Да, блин, ребят, я поражаюсь Ларри в этой части. Ему везде везет, у него везде есть секс. И он вообще пошел за снаряжением и в итоге перепихнулся. Блин, я не знаю.
Если я его считал реально неудачником до этого, то я, наверное, беру свои слова обратно в этой части игры. Ладно, берем снаряжение и отправляемся к Нори. Не к Нари, к Нори, по-моему, да. Переходим к ней. Все, надо поделиться снаряжением. Держи. Только с твоей сестренкой там поразвлекался. Дора тебе тоже передает привет, а еще вот это. Мое снаряжение, отлично. Теперь я смогу наконец продолжать поиски лапчатого геккона. Надеюсь, в этот раз все пройдет как надо и у меня получится. В смысле, она свалила, что ли, получается? Или чё вообще? А давайте попробуем к вулкану подняться. Нора, а это не лапчатый геккон там? Нет, это какой-то чудак, который живет на вулкане. Ладно. Он вышел из той стороны двери, когда я забирал сюда. Ты что делаешь на моем вулкане? Проваливай! Где написано, что он твой? Я предлагаю поговорить с этим непонятным типом. Стой! Ни шагу дальше! Как тебя зовут? Что тебе нужно? Я Ларри Лафер. Я... купил этот вулкан. Что? Это невозможно! Это мой вулкан! Он не может принадлежать никому другому. Успокойся. Я спокоен. Ты кто такой вообще? Но-но. Что но? Это мое имя. Но-но, доктор Но-но. Доктор, значит, ты врач? Я гений, но я могу быть и врачом. Попробовать тебя. Сейчас я возьму ножи, твоя щитовая железа мне как раз подойдет. Ух, пошалю. Чё? Спасибо, не надо, у меня внутри все работает отлично. Передо мной будет дрожать весь мир. Понятно, проехали. А почему ты здесь живешь? Это мой тайный штаб, я отсюда всем управляю. Этим островом, а скорее и всем миром. Короче, он дебил. Так. Таблетки сюда не доставляют, да? Какие таблетки? Успокоительные. Я спокоен. Так, тебе здесь не скучно? Ни секунды! Я кидаю взглядом весь мир и планирую, что буду делать, покорив его. Но здесь ни бобра, ни фильмов, ни музыки. Музыка, пианино! Нельзя пианино, зло! Прости, я не хотел тебя пугать. Но не испуган. Не мог бы ты немного отойти? Никто не сумеет указывать, где мне стоять, на каком вулкане. Никогда не знаешь, где может подстерегать пианино. Пианино? Где? Все нормально, здесь ничего нет. Не обращай внимания, просто осматриваю. Ну, проваливай. Короче, мне этот дебил мешает пройти, я серьезно. Но у меня есть кое-какая идея. Где-то я видел здесь генератор. Ага, понятно. В него надо что-то подключить. Давайте мафон подключим. Ну, неплохо так Ларри сыграл, конечно, я не спорю. Звучит неплохо. Пианино! Зло! Кажется, он убежал. Надеюсь, и не в лаву. Какая своевременная работа. Или своеобразная. Ладно, неважно, мы поднимаемся. Фортепиано музыка отпугнула этого чудака. Интересно, что с ним такое? Он просто на всю голову чокнутый, вот и все. Так, что же здесь можно взять? Переговорная труба. Есть кто? Что ж, никто не отвечает. Да и она вряд ли сомневается, что кто-то ответит. Грузовой лифт. Как открыть? Не получается. И взаимодействие, по-моему, было еще вот здесь. Что-то Ларри взял. Вот и ключ-камень, который я искал.
Мистер Ван? Эй! Никого? Нужно зайти позже. И снова. Но я могу узнать кое-что о нем. Есть! Он установил камеры наблюдения по всей компании. За исключением своего кабинета, конечно же. Надо спешить. Даже пароль не стоит. О, стоп, это же... Не может быть. Компьютер мистера Вина может показать все, что снимает камера любого айфона в мире. Здесь даже есть папка с его любимыми снимками. От одного взгляда на значки передергивает. Однако это интересно. Нет, Нари, не открывай. А в общем, мистер Ван шпионит за спальнями по всему миру. А еще есть секретный проект. С его помощью можно... О боже! Нельзя это допустить. Пришло время организовать сопротивление. Зашибись, главный инженер как быстро перешел на сторону противоположную. Это было прикольно. Ну так, я думаю, надо вызвать Пай и кое-что у нее спросить. Так, в принципе, мы нашли этого маркиза, или как его там называли. Но у нас же есть еще камни, которые искать надо. Так, мне хочется... Так, что случилось? Леди... Так. Пай, расскажи мне о капитане. Вместе с небольшим экипажем он пытался уплыть с неудовлетворенным с архипелага, но поднялись огромные волны, и корабль разбился о скалы. Одной из них была знаменитая скала Фалос, которой до сих пор поклоняются как символу плодоводности. Значит, его фрагмент, ключ камня, утонул где-то там. Возможно. Ну, смотрите, корабль Махатана наверняка утонул где-то возле архипелага. Возможно, ключ-камень утонул вместе с ним, как мы уже это поняли. Надо нам не обязательно выяснить, где произошло это крушение. У Пай я спросил необходимую информацию, хотя она нам это, в принципе, уже говорила. Так, все, это было неинтересно. Вообще, надо взаимодействовать, разговаривать с ребятами, кто есть на острове. Но самая необходимая и нужная информация есть у Шонни. Привет, Шонни! Как идет сбор денег? Можешь дать пару советов? Кто дает тебе деньги? В смысле? Я попробую с ней поговорить на разные темы. Как идет сбор на путешествие? А когда людей вокруг мало, приходится туго, потому что денег не дают недостаточно. Вроде того, даже мужик в фойе поделился чаевыми. Возможно, потому что его весь заработок, он просто стоит без дела все время. Кроме того, он наверняка спускает все на наркоту. Что же, справедливо? Блин, зачем я это прочитал? Меня YouTube забанит, походу. А можешь дать пару советов о том, как собирать деньги? О, в таком равном костюме у тебя отлично получится. В смысле, это же свадебный костюм. И выражение лица у тебя подходящее, читается растерянность, голод и мольба. Да я так всегда выгляжу. А ты можешь даже отправиться в кругосветное путешествие. Какое путешествие? А кто дает тебе деньги? Люди из самых разных слоев общества. Нужно установить эмоциональную связь с тем, чтобы человек проникся моим духовным путешествием. У некоторых с этим проблемы, они не могут установить связь между даже собой. Они жадны? Ага. Я прибыла на архипелаг, чтобы лично поблагодарить одного из тех, кто мне помог. Он создал новую супермодную криптовалюту и открыл штаб для себя и сотрудников здесь, на острове. Криптовалюту? Уверен, это не слышал. Клиткоин. Не спрашивай, как она работает. Я знала бы и заплатила бы, но полезно иметь некоторый запас в кошельке. В кошельке? В общем, их штаб находится на острове, который совершенно неприступен. Остров со всех сторон окружен рифами. Там затонуло много кораблей. Некоторые очень старые, наверняка лежат там уже несколько столетий. Ларри, в журнале сэра Махантона написано, что его корабль неудовлетворенный затонул здесь, у избитого штормами острова. Нужно взглянуть на этот остров поближе. Ты права. Шони, а почему здесь открыли штаб в таком месте? Они сказали, что из соображений безопасности там никто никого не знает, неконтролируемые офшорные выводы и там все такое.
Ты можешь рассказать об острове с опасными рифами и высокими волнами? Например, как он называется? Без понятия. Вот координаты. -20 и 3. Корабль нужно хорошо снарядить, чтобы не разбиться там. У меня только плот. Тогда тем более. Нужно поставить отбойники на концах плота, иначе волны будут швырять его и разобьют его в общем о скалы. Да, это будет неприятно. Хочешь со мной? Нет, пусть судьба решает. Когда звезды сойдутся, мне принесут туда правильными волнами. Если такое возможно. Я плыву по жизни, как перышко по ветру. Что ты там говорил об острове, окруженном опасными рифами? Об острове, где находится штаб моего благодетеля, его координаты -23. Чтобы туда добраться, нужно оборудовать корабль. Понятно. Это я понял. Ладно. Ладно, еще увидимся. Давайте посмотрим. Взаимодействий вроде больше нету никаких. Так. Тут показывает стрелка. Прихвачу-ка этот энергетический напиток. Я думаю, нам пригодится. Так, мы видим какой-то крокодил. Я всегда хотел засунуть во все штаны надувного крокодила. Отлично. Так, можно, в принципе, с бабулькой поговорить. О Розали. Ох. Как вода? Мокрая. Ты глупый или что? Хочешь узнать? Засунь руку. Я имел в виду... Плевать, что ты имел в виду. Давно ты в отеле? Хочешь сказать, я здесь с 80-х? Конечно же нет. А ведь это так. Мой второй муж обокрал тупого инвестора и получил от него дешевые апартаменты. А потом я обокрала мужа. Теперь апартаменты мои. Ты целеустремленная. Можно и так сказать. А у тебя, кажется, есть мозги, малыш. И теперь ты наслаждаешься жизнью? Не, я ищу нового мужа. Будем надеяться, 8-й будет лучше, чем 7-й. И в штанах у него будет побольше, чем у 6-го. А ты что, малыш, тебя уже захомутали? Еще как. Ну, в любом случае, это не в моем вкусе. Почему? Слишком худой, молодой и бледный. А я думал, это потому, что у меня нет денег. Тогда наш брак был бы очень коротким. А как продвигаются поиски мужа? Как бы на паузе. Был на примете один кандидат. Однажды ночью он пошел купаться и исчез. Правда, одну его ногу выбросило на берег. Не выходить же замуж за одну ногу. Хорошая выпивка. Чистый спирт. Единственный способ вынести это бессмысленное существование. Ты имеешь в виду непоспешное плавание в бассейне под тропическим солнцем? Твое здоровье, малыш. Да, крутая бабулька. Мне нужно уйти, не утони. Именно на этом моменте у нас серия, ребята, подошла к концу. Мы увидимся с вами уже в следующей серии. Не переключайтесь и всем пока.